Привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах. А еще посетил все областные центры Украины. Вау! Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы решили не ограничиваться городами и отправиться в большое автомобильное путешествие вдоль моря. У нас на юге есть аж 2 моря с десятками курортных городов и городишек. Мы серьезно подошли к изучению пляжного потенциала Украины и решили проехать по всему побережью. От Вилкова до Мариуполя. И начнем с солнечной Бессарабии. Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться и что еще интересного есть в округе, мы будем спрашивать у людей, которых встретим по дороге. Ну и, конечно, у интернета. Благо, у Kyivstar самая большая сеть 4G в Украине. А это значит, что можно прокладывать маршруты, гуглить интересные факты, выкладывать фотографии в соцсети со своего телефона 4G. Тягне. И стартуем мы отсюда, с нулевого километра, где Дунай впадает в Черное море. То есть, по сути, это самая западная точка Украинского моря. Дунай – единственная в Европе река, отчет которой ведется не от истока, где она начинается, по сути, а от устья. Почему так, я не понял, но это и не важно. Тут прям нормально туристическое место. Даже если нулевой километр придумали как туристический аттракцион, это удалось. Народ сюда валит с удовольствием. Чтобы сделать фотку с ноликом, приходится ждать. Вот это хорошо. Прям круто. Потому что людей много приезжает, и вот они могут загадить кусты. А это... Добраться на нулевой километр можно на лодочке из Вилкова. Ну а я уже с нулевого километра добираюсь в Вилково, по пути осматриваясь. Если честно, я много всего слышал о Вилково, город на воде. Интересно свое мнение сложить. Рубрика «Не украл, а впечатлился». Делюсь с вами интересными туристическими фишечками, подсмотренными за границей. Снимали мы, значит, на озере Инле, там тоже есть деревня на воде. Так у них там на воде есть и огороды, так, арочкой. Ты на лодочке проплываешь, можешь сорвать огурец. Мне кажется, здесь это тоже была бы клевая туристическая замануха. Подумайте. Колоритно – не то слово. Тут какой-то свой мир, на который я очень советую вам посмотреть. Многие называют Вилково «украинская Венеция». Но, если честно, мне не очень нравится это сравнение, потому что, кроме того, что и там, и тут есть каналы, в принципе, и все. Мне кажется, что Вилково – это не Венеция. Здесь своя уникальная атмосфера, ни на что не похожая. Но сильно углубляться в местный быт я не буду. Про Вилково уже снято очень много хороших передач. Можете глянуть по ссылочкам в описании. Я же попробую найти и показать вам что-то новенькое, чего вы еще точно не видели. А тут и шакалы водятся? Да, вот они к нам из Румынии попали. Они по ночам воют, как не знаю кто. Мы видим в основном розовых пеликанов и больших бакланов. Ой-ой-ой-ой, посмотрите, сколько их там. Да, и вы обратите внимание, они не боятся нас. То есть насколько они привыкли, что здесь их никто вообще не беспокоит. Ну, для пеликана здесь
как раз нормальное ареал обитания, но гнездятся розовые пеликаны не в украинской части дельты, а в румынской. То есть они сюда на курорт приезжают? Они там живут, а здесь кушают рыбу. В данный момент они на отдыхе. То есть, как бы, пеликаны, покормившись, выбираются на молодые суши и отдыхают. А что значит молодые суши? Если мы сейчас посмотрим карту Украины, то этой суши мы там не обнаружим вообще. То есть эта суша образовалась за последних максимум 5 лет. Вполне возможно, даже гораздо-гораздо моложе. Этой суши, как бы, еще люди фактически никто не посещал. То есть нам доступен кайф первопроходцев. Понимаете, до какой степени это уникально? Взвеси выносятся на взморье. Рано или поздно образуется коса, вот как мы сейчас с вами видим. Потом эта коса начнет с штормами переноситься в одну сторону, в другую, ближе, дальше. Постепенно будет формироваться растительность. Есть одна коса, которая полкосы находится у румын, полкосы находится в Украине. В принципе, сухопутной границы с румынами-то мы знаем, что нет. Оказывается, есть. Коса «Новая земля», наполовину украинская, наполовину румынская. И ровно посередине косы румыны в свое время поставили флаг. Боже, это так впечатляюще и волнующе. А сколько людей было здесь, на этом острове? Ну, я думаю, максимум 20. Максимум. Вполне реально, что гораздо меньше. Мы видим, что здесь следов людей точно нет, только птичьи следы. Черт побери, я в детстве читал «20 тысяч лет под водой» или там «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта» и всегда мечтал открыть новый остров, необитаемый, о котором никто не знает. И вот сейчас я иду по необитаемому острову, которого нет на картах. То есть я осуществил свою детскую мечту здесь, у нас, в Украине. Круто! Даже если кто-то до меня здесь был, наверняка я буду первый, кто здесь искупается. Вот что называется по-настоящему безлюдный пляж. Мало того, что никого нет, так еще никого и не было никогда. Ой, хорошо. Тут очень необычная морская вода, потому что она смешивается с пресной. Получается такой коктейль из пресной и морской воды. Смотрите, смотрите, это Глеб в минутке релакса. Ха-ха. Ушел. В общем, мы немножечко поплаваем, отдохнем и дальше поедем. Не переключайтесь. Друзья, а мы продолжаем путешествовать по Украине и открывать для вас неизвестные, но очень красивые места, где можно запилить, ну просто царь фотку для социальных сетей. Рубрика «Instaplace» от Kyivstar. Это лавандовое чудо мы нашли в селе Васильевка. Да, друзья, пока не Прованс, но мы честная программа, и сейчас вам все честно расскажу. Во-первых, лаванда уже отцветает, уже не такая яркая. Сюда нужно приезжать в июне. Мы немножко опоздали. А во-вторых, это всего лишь тестовое поле. А вот там вот вас ждет 50 гектар лаванды. Лаванда – многолетнее растение, и с каждым годом становится пышнее и красивее. Этой лаванде всего 1 год, но в следующем году, в июне, поверьте, здесь будет просто шикарно. Путешествуйте по Украине, делайте фотографии в инстаплейсах от Kyivstar, выкладывайте в соцсети и выигрывайте подарки. Все подробности в социальных сетях Kyivstar. Ссылочка в описании. 4G пахне. Тяхне.
Понравился вам необитаемый остров? Сейчас покажу еще один. Обитаемый, правда, но не менее интересный. Это остров Ермаков. Тут нас ждет сафари. Здравствуйте. Здравия желаю. Руслан. День добрый, Евгений. Класс! Ребята, я недавно вернулся из Танзании, ездил там на сафари. Поверьте, там происходит все точно так же, прям один в один. Как же тут красиво. Начало многообещающее. Говорят, кстати, что и животных тут должно быть много. Реально их можно погладить, реально с ними можно поговорить, поделиться там мыслями, мнениями. Вот информация. Идем делиться мыслями и мнениями. Я, честно вам скажу, по опыту знаю, что к мамам с маленькими детенышами нельзя подходить. Это опасно же. Ну да, ну мы подойдем. Антон Зайцев, твой девиз в действии – безумие и отвага. Вот это вот 3 месяца. Ого. Я, если честно, в глубине души думал, ну, боже, корова с рогами, что там? Не. Тут такая мощь у этой коровы с рогами, что ого. Видишь, они, когда ты к ним идешь, они волнуются. Но когда мы остановились, они к нам подходят. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, ой-ой-ой. Фух. Привет. Ой, как вы дышите. Я на секунду просто посмотреть, как у вас здесь жизнь. Вроде как им и не нравится, так рогами меня подталкивает, но в то же время вот я отхожу, и они все подходят ко мне. Может, я вкусно пахну, так они нюхают все меня. Расскажите, а кто еще тут есть у вас, кроме буйволов? Латвийские кони, коровы, и быки, лебеди, пеликаны, бакланы. И комары. Тоже наши. Не забывайте взять с собой репелленты. Лепчик. Ужас, я одного комара убиваю, а у меня 3 садятся в это время. Держись, ты мне еще нужен. Вообще, это реально как в Африке, блин, я такого в Украине не мог себе представить. Да. Вот, то есть сафари, у тебя стаи птиц, блин, буйволы, кони, коровы, и все вместе, в одном месте, и ты едешь на все это, смотришь, это просто, восторг какой-то. Это реально настоящее сафари, и я не мог представить, что это возможно здесь, там, в 2 часах езды от Одессы. Муз, как всегда, вот в точку зрит. А еще можно с дерева съесть алычу. Это, конечно, не так экзотично, но тем не менее чертовски приятно. Ревайлдинг – это мы берем природные процессы, вместо того, чтобы штучно управлять природой, мы возвращаем бразды правления природе. Мы пытаемся вернуть нормальную устойчивую природу и развивать экономику на ее основе. Это даже для некоторых громад это новая конкурентная способность. Среда, да, они говорят, ну вот мы можем выращивать урожай, как там 1000 громад в округе. У нас, вы знаете, в этом году сильнейшие засухи. А если мы сделаем природный парк, как-то у вас есть дополнительный доход, альтернативные какие-то рабочие места, новая экономика появляется. Туристы приезжают, в конце концов. Да. Остров Ермаков, который вы снимали, где живут наши буйволы, один из самых ярких проектов по восстановлению водно-болотных угодий. Мы сносили, да, небольшие дамбы на небольшой реке, но сам факт, что это возможно, даже через краудфандинг. Мы деньги собирали краудфандингом. По-моему, это круто.
Вот крутой человек. Мы хотим больше возвращать обратно в природу естественные виды. Вот мы привезли куланов в Тарутинскую степь. Кулан – территориальное животное. Они могут преодолевать огромные расстояния, но в принципе самцы они территориальные животные. И мы надеемся, что вот внутри этого вольера они пройдут через зиму. И весной, у них начинается брачный сезон, они займут территорию. И тогда мы можем часть этого забора отодвинуть, часть животных выпустить. Они будут помечены GPS-датчиками, и мы посмотрим, останутся они, закрепятся на этой территории. 5000 гектар заказников, в принципе, достаточная территория. Вот это эксперимент, по большому счету. Все говорят, что и браконьерство, наверное, не сильно страшно, потому что, кулан – это дикий осел. И браконьеру, наверное, не сильно интересно стрелять в осла. И мы тоже на это надеемся. И, пожалуйста, браконьеры, если вы нас смотрите, не стреляйте в диких ослов. Мы часто говорим, у нас есть красивая природа, у нас как красивый театр. Но в этом театре очень мало актеров, местами их вообще нет. Давайте мы вернем животных в наши театры, вернем актеров на сцену для того, чтобы нам было интереснее находиться в этой природе. Раз уж мы приехали в Бессарабию, считаю абсолютно логичным посетить ее столицу – славный город Измаил. Вначале я решил просто прокатиться по центральным улицам и осмотреться. Скажу вам честно, меня лично Измаил удивил очень. Маленький, но очень красивый, ухоженный город. Такой прям вот до деталей вылизанный. Ну вот просто посмотрите вокруг. Ни отвратительных вот этих наляпистых вывесок, ни домов разваленных, ни ям на дорогах. Плиточка лежит красивая. Прям вау! Круто, молодцы! Это огнище. Тихая провинциальная жизнь. Но красивая же какая, черт побери. И еще, посмотрите на Измаил, уважаемые власти, Херсона, Николаева. И поймите, что ваш город мог бы выглядеть так же. Смотри, какая красота. Очень и очень достойно. Столица Бессарабии – зачет. Решил пройтись, посмотреть повнимательнее. Здрасте. А что, президент приезжает или чего красоту наводите? Для себя. Для себя? Это правильно. А ты что скажешь? Чистый, красивый город, ухоженный. Согласись? Да, сроду Винницы, может быть, или Харькова похож. Очень красиво. Только в Харьков миллионник, а здесь живет 72 тысячи человек. 72 тысячи человек смогли сделать такой вот бомбический город для себя. И при этом американо в кафешках стоит 12 гривен. Со школы помню, что Измаил славен тем, что его штурмовал Суворов. В память об этом есть диорама, которая, кстати, почему-то расположена в мечети. О, а вот и Суворов. Ви знаходитесь в приміщенні діорами «Штурм фортеці Ізмаїл» російськими військами та українськими козаками. Если честно, я ожидал большего. Думал, будет глобальней, масштабней. Все-таки диорама – это прям размах. А тут не диорама, тут панорама. Хотя бойня, конечно, передается. От моря до Измаила довольно-таки далеко, но тут есть большой морской вокзал. И, судя по всему, не только вокзал, но и порт. Здравствуйте. Можно задать вам вопросик один? Подскажите, как так получается, что на реке морской вокзал? Не знаете? А потому что была река море, сообщение. Здесь
заходят морские корабли, которые идут и по речке, и по морю. И скажу вам честно, тут прям приятное место. Обычно в маленьких городах порт — это напоминание о былой славе. А тут приятно. Чувствуется, что он работает. Помните рассказ про куланов в Тарутинской степи? Мы глянули по карте, туда ехать через всю Бессарабию. А это отличный способ все рассмотреть и поближе познакомиться. Так что в путь! Если судить по видам из окна машины, то Бессарабия – это край фермеров, виноделов и чабанов. А еще сел с забавными названиями. Ну и плохих дорог. Ну что, вроде добрались до Фрумушики. Где тут наши куланчики? Показывайте. Они сейчас проходят этап освоения к местной территории. Через определенный период, через полгода где-то примерно, их выпустят в степь. Как оказалось, Фрумушика-Нова – это совсем не заповедник. А вот это вот за моей спиной на минуточку. Вдумайтесь. Книга рекордов Гиннесса мировая. Правильно говорю? Да. Перед вами самый высокий чабан в мире. Выполнен он из лабрадорита. Для тех, кто не понимает, это почти гранит. Его высота 16,5 метров без апостамента. Общий вес конструкции 1070 тонн. И вот вопрос. Зачем? Когда-то мой отец поставил цель и пообещал своему отцу, что он прославит Фрумушику. И посредством строительства этой статуи, я думаю, что он свое обещание сдержал. Чабан – это символ Бессарабии. Это традиционная профессия, традиционное занятие – выращивать овец, пасти овец на Бессарабии. Смотрите, и приехать просто погулять здесь бесплатно. Фрумушике Нова 14 лет. 14 лет назад здесь ничего не было, была степь. Почему Фрумушика, почему здесь, почему Одесская область, Тарутинский район? В молодости мой отец пас здесь овец. Вот, и у него была такая мечта. Мы сейчас находимся на территории самого большого овцеводческого комплекса в Европе. И тогда, когда к нам начали приезжать туристы из зарубежья, возникла необходимость их размещать, их кормить. И вот так вот постепенно начал появляться туристический комплекс. То есть изначально идеи туристического комплекса не было? Была мечта просто отцу... Овцы. Овцы. Да. Справа от нас молдавское подворье. Это подворье точная копия дома моего дедушки. Молдавская садыба Бессарабии. Тогда, когда мой отец попросил у деда начерти, как оно было раньше, тут начертил. Через месяц он его приглашает. Дед, конечно, был удивлен. Он зашел сюда, посмотрел, прослезился. Он вспомнил своих родителей, свою жизнь. И тут подходит к этой двери, открывает дверь, заходит, смотрит. Саша, ну не было у нас такой уборной. Ну, обиделся, развернулся и ушел. Так, стоп, а теперь серьезно. А зачем здесь такая уборная современная? Здесь кто-то принимает ванну, душ? Одно из услуг – это была возможность размещения в этих подворьях. Со слов Володи, не все постояльцы были, так сказать, аккуратными. И селить людей в подворьях перестали. Но зато обеспечили туристов другими развлечениями. Туристу можно будет приехать и посмотреть, как делается вино, как делается сыр, как пчелы делают мед. Не только посмотреть, попробовать тоже. Каждый бессарабец умеет делать вино и делает вино, в принципе. Идем посмотрим? Идем попробуем, посмотрим. А что означает Фрумушика? Фрумушика – это в переводе с молдавского на русский обозначает «красивенькая». Правильно ли я понимаю, для вас было принципиально важно не сделать туристический
привлекательный центр какой-то. Не сделать там винодельню или самое большое пастбище баранов, а поднять вот оттуда родную землю, откуда корни, да, вот чтобы этот регион начал... В яблочко. Да? Да. Этот регион, это, ну, это детство, это родина моего отца и моего деда. О, красиво, прохладно. А что означает 1813 год? С 1813 года на этих землях выращивают виноград. То есть на Бессарабии свой теруар. И на Фурмушике тоже свой теруар. То вино, которое получается у нас, оно у других получается другое. Знаете, я хочу поднять этот бокал за вот таких людей, которые врываются в бой и, как по мне, выигрывают. Туризму в Украине быть. Друзья, но это далеко не все, что здесь есть. Вот, например, музей скульптур соцреализма. Я, конечно, идеологию не поддерживаю. А вот идея собрать такую коллекцию посреди степи мне, честно говоря, зашла. Выглядит сюрреалистично. Даже нет, соцсюрреалистично. Так, что-то я забыл, что мы про море, в принципе, собирались снимать. Пора возвращаться на побережье. Ну что, а вот и первый морской курорт на нашем маршруте. Как думаете, называется? Правильно, Приморская. Пойдем смотреть. На первый взгляд, Приморское – это типичное приморское село, где в каждом доме сдаются номера, а на пляже продаются кукуруза и креветки. В чем главная фишка моря? Что там есть, что половить, что есть и мелкая глубина, и большая. Руками просто? Тарапаны руками, а креветки сачком, сачок есть. На глубине купались, и ногой прям нащупывается, как камень, рукой достал. Класс. Следующий курорт на нашем пути – Лебедевка. Ну вы поняли, да? Лебедевка – совсем другой кайф. Чувствую себя неуловимым мстителем. Чем Лебедевка круче всех остальных курортов? Да. Она более, знаете, такая домашняя, спокойная. Здесь тихо, здесь чисто. Здесь с детьми очень хорошо отдыхать. При более близком знакомстве Лебедевка и правда оказалась тихим, спокойным курортом, где еще сохранилась атмосфера советских пансионатов и детских лагерей. Ну и контингент тут соответствующий. Сюда едут не только вот море, а за теплотой, потому что здесь наши люди, наша доброта. И если ты сюда уже приезжаешь уже не первый год, а второй, третий, эти владельцы этих баз уже стают родными. Люди уже знают, да. Я первый раз приезжала сюда одна, потом мы приезжали с мужем, а сейчас уже вот я замужем, у меня есть ребенок, но уже прям с семьей сюда приезжаем. Класс. Да, очень. Знаете, хотя бы есть возможность, там летаем в Египет, в Турцию, разные страны, но все равно как-то недельку-две вот в любом случае приезжаешь сюда. И именно сюда, из-за обрыва, из-за... Да, мы как раз вот у нас база находится, да, на обрыве. Да. Все хорошо, да только вот переодевалок нет совершенно. Иду по пляжу, ищу где переодеться, а нет таких мест. Ну, почти нет. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ну хорошо же. Ой, хорошо. А тут водичка-то уже посоленей будет.
Посоленей. Ребята, вы что там, сидите в пыльных городах? А мы тут на морях. Чего и вам желаем. Есть места. Друзья, есть места, куда стоит поехать туристу в Украине. И их очень много. К сожалению, они все просто не помещаются в один выпуск. Поэтому, если вы знаете классную локацию, которую мы не показали на нашем маршруте, напишите в комментариях. Буду очень признателен. Ну что, едем дальше. Следующая по маршруту – Сергеевка. Уникальность Сергеевки в том, что стоит она на берегу лимана, через который по мостику можно попасть к морю. Ой, кайф. Тут просто потрясающей длины коса. Огромный пляж с небольшим количеством людей. А что еще нужно? Песок, солнце, вода, красота. Конечно, тут не только пляж. Всякие развлекухи тоже присутствуют, но едут сюда не за ними. Знаете, что мы из Затоки приехали, потому что здесь намного лучше. Да, меньше людей, чище море. Посмотрите, что здесь. Посмотрите, Крабушки, что здесь. класс. Они живые. Море полно рыбы, крабов. Точно, живые. Реально, море чище и намного лучше. Хотя здесь 10 километров от Затоки. Здесь очень хорошо. Какое коричневое море. А если вам не нравятся волны, или вы боитесь медуз, можно искупаться в лимане. Интересно просто, все на море, а вы на лимане. Тепло, теплее. Теплее? Лиман чище, чем море? Во как оказывается. Ни дня без приключений, да? Да. Спасибо, Глеб, за то, что ты умеешь сделать неожиданные, приятные, ну нет, неприятные, но неожиданные подгончики. Удивить. Короче, суть в чем? Защемило Глебу спину, и мы опять без оператора. Что случилось у тебя? Расскажи, пожалуйста. Ну что случилось? Я лег. Пытаюсь встать и понимаю, что нет. Стреляет в поясничке. Но во всем этом есть и хорошие новости. К нам приедет толковый оператор. Да. Но до конца этого выпуска снимать мы будем мы с Женей, поэтому не обессудьте. Да. Опять слезы из глаз. Опять слезы из глаз у людей. Заходи, будете садитесь на первый ряд кинозала. Снизу поднимается, что там ломануло влево, вправо, отсюда движение идет. Вот он. И вот почти не расходится. Давай садись, что снимаешь? Понял. Главное, не коронавирус. Такая присказка, блядь, знаешь, ко мне из 10 человек я вторым дал деньги, чтобы сюда не заходили. Потому что их заносят как крабами, понимаете, там вперед пошел. Это не происходит святым духом. И блокады ковыряешься между позвонками, стопу, коленом, шею, вглубь тарахтит. А та чмокалка, оно отрывает чуть-чуть, ну что это сейчас ничего не происходит. 20 человек в день очередь на 2 недели. Потом надо все смотреть, они. Сейчас капец. Это опасное дело. Обычно самый нежный парень Бессарабии именно так и комментирует. Улыбайся. Ближе ко мне, попой. Хотелось бы, чтобы веселее, но как бог дает. Пневматический толчок центральной структуры. Значит, гелеобразная субстанция центра диска, чтобы она залезла в вращение колец. Это не я придумал, это так оно и происходит. Умирать тихо надо, Глеб. Вправо голову поворачивай, дорогой. Не фантазируй, просто поворот. Это все есть на сайте у меня. Шея длинная, рельса на горбе, в горизонт берег. Не есть хорошо. Уже смотрим все. Пырк. Думаешь, куда я попал? Ладно, улыбайся. Что происходит? Я чмокаю, давлю, тяну, кручу. Ну, авторский метод, значит, фаза преднапряжения должна быть. Тобой подсказывает, что капец может случиться. Банки. Блин, Глеб, у тебя очень прикольно. Такое ощущение, что лев лапой так раз. Вместе еще пару упражнений к месту, там оно. Вот
поменяй ноги, чтобы там, допустим, носить пониже. Только упражнения делать, да, вот отсюда аж ее толкаешь. Да, вот это важно понять. Потому если делать, то делать так, как надо. Во всех тело мое там. Давай кофе. Все контакты в первом комментарии. Кто-то едет из Затоки в Сергеевку, ну а мы наоборот. Затока, встречай! Я, если честно, так много разного слышал о Затоке, что совершенно не понимал, чего ожидать. Мы провели тут немного времени. Надо было Глеба на поезд посадить. Но размах оценить я успел. Тут в Затоке, конечно, инфраструктуры и сервиса для туристов гораздо больше. Но и туристов больше. И цены выше. Вспоминаю свои путешествия с золотой картой. Неплохая пиноколада, кстати. Ой, у меня уже язык заплетается. Надо остановиться. Ну что, видимо, придется сюда вернуться и разобраться с Затокой поподробнее. Друзья, рубрика «Трасс-кафе» в этом выпуске откровенно не удалась. Просто, как-то нету в Одесской области на трассах кафешек. Я даже не могу объяснить, почему. Или как, я могу попробовать. Потому что, наверное, все туристы едут и хотят быстрее добраться до моря. В общем, суть не в этом. Суть в том, что вот единственное кафе, которое мы нашли, которое хотели снять, и то нам отказало. А ведь мы хотели оставить здесь для вас подвешенный обед. Но вы, главное, не расстраивайтесь, потому что в следующей программе мы оставим для вас 2 подвешенных обеда. Заканчиваем наше путешествие по Бессарабии мы в Белгород-Днестровском, в Акерманской крепости. Признаюсь, после поездки по замкам я не думал, что какая-то крепость в Украине меня сможет удивить. А вот и ошибался. Вы только посмотрите на эти башни, да еще и у моря. Кроме того, что крепость красивая, она еще и живая. Тут и фестивали, и концерты, и ярмарки тебе. На любой вкус, так сказать. Ну что, вот тут вот, в Акерманской крепости, и заканчивается первая часть нашего маршрута по морям Бессарабия. Вкусная земля, понравилось мне здесь. Не зря же даже центральный рынок Киева назвали Бессарабским. А вы сами приезжайте сюда и попробуйте Бессарабию на вкус. Вам понравится. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательна, мы сами должны путешествовать по Украине. Увидимся. Ой, закат какой.